Скучная группа. Группа для людей без музыкального вкуса. Группа для девочек в пубертате. Эти и многие другие эпитеты можно услышать про ребят, о которых я хочу сегодня рассказать. Крутыши Fontaines DC. Эти стильные типы прямиком из Изумрудного острова, из самого сердца Ирландии, города поэтов, музыкантов и вечного дождя. Да, Дублина. Или, если хочется по-ирландски красиво, Балия Аха Клея. На самом деле отзывы о группе в основном положительные. И по-другому и быть не могло. Ирландский фольклор, красивые, иногда гениальные простые тексты песен и музыка, которая вызывает у слушателей эмоции, какими бы они ни были. Все это делает Fontaines DC одной из лучших групп современной рок-сцены. Что-то наравне с The Voids. Сама я узнала об этой группе относительно недавно, примерно с год назад, когда у них вышел аж 4-й студийный альбом Romance. И у меня случился мини-кризис. Как я жила вообще до этого? У меня было такое чувство, будто бы я очень много в этой жизни упустила. Настолько уж они хороши, что мне хотелось их открыть для себя пораньше. Короче, готовьте свои ушки, им сейчас будет очень хорошо. Ведь я не просто расскажу вам о пути ребят от обычных студентов колледжа до лучших современной группы по мнению Элтона Джона, но также обязательно дам вам послушать кусочки их творений. А там, правда, есть что послушать. Будет очень много говориться об Ирландии, поэтому держите наготове кружечку горячего Гиннесса. Ну и обязательно любоваизм в свое сердце пускайте. На канал подписывайтесь, колокольчик жмякайте, лайк поставьте на видео и маму любите. Погнали! Огромную часть лирики группы занимает прекрасная Ирландия, в особенности прекрасный город – Дублин. Именно он объединил всех участников. Том Кол и Конор Диггин из Каслбора, графство Мэйо. Конор Керли из Имивейл, графство Монаган. А Карлос О'Коннелл наполовину ирландец. Мать Карлоса О'Коннелла из Дублина. Сам он вырос в Мадриде, Испания, но сердце его оказалось ирландским. Вокалист Гриан Чаттон родился в Барроу-ин-Фернес, Англия, но с младенчества жил в Ирландии. Его семья вела кочевой образ жизни, пока не обосновалась в Скеррисе, графство Дублин. Гриану тогда было 12 лет. Судьбоносным стало для ребят поступление в колледж British and Irish Modern Music. Они и познакомились. Кроме О'Коннелла, он в BIMM не учился. В 18 лет он переехал в Дублин, чтобы исследовать свои ирландские корни и заниматься музыкой. Так он и познакомился с остальными. Изначально их объединила любовь к поэзии, к писателям вроде Йейтса и Джойса. И в 2014 году они решают создать группу. Первоначально они назывались The Fontaines, в честь персонажа Джонни Фонтейна из фильма «Крестный отец». Но чтобы избежать путаницы с одноименной американской группой, они решают уважить город, который стал для них общим знаменателем, и добавляют DC, что расшифровывается как Дублин-Сити. Любовь к поэзии была упомянута не просто так. Отец Чаттона с детства учил его стихам и музыке, подкупая наклейками. Чаттон писал тексты, вдохновляясь Бобом Диланом и The Cure. На раннем этапе своего творчества Fontaines DC выпустили 2 поэтических сборника – Room и Winding. Это абсолютно уникальные стихотворения, непростая копирка текстов песен на бумаге. К сожалению, они не были изданы массово, что меня очень удручает. С другой стороны, мои денежки оказались целее. Ну и, собственно, как звучат эти поэтические джентльмены из Дублина. Скажу сразу, путь у них был не из легких. Никаких вам тикток-хитов, радиоформатных припевов и продюсеров с позолоченными наушниками. Только пыльные клубы, кровь, пот и гудящие уши после концертов аж с 2014 года. И знаете, когда кто-то говорит «искусство рождается в страдании», можно спокойно показывать фотографию Чаттона и Керли, живущих в заброшенном здании без задней стены, потому что, внимание, платить за жилье в Дублине дорого, реально без стены, не метафора. Сквознячок, романтика, панорамный вид на отчаяние. В мае 2018 года, незадолго до окончания колледжа, они подписали свой первый контракт с лейблом
Partisan. На нем они и выпустят свой дебютный альбом Doggerel. И уже само его название пропитано поэтичностью, так как отсылает к Doggerel, народной ирландской поэзии, часто грубой и ритмичной, распространенной во времена Англо-Бурской войны в Южной Африке. Когда Fontaines DC записывали дебютник, все 5 участников группы забивались в машину Тома Колла и на полную громкость включали свои свежезаписанные песни. Это требовало некоторых ухищрений. Машина была настолько старая, что им приходилось подключать телефоны к FM-передатчику, чтобы создать собственную радиостанцию, которая могла бы уловить аудиосистема. Половина альбома была написана за год до того, как они заключили контракт с Partisan. Они тогда самостоятельно выпустили несколько синглов. Выпускали их на виниле по одному. А когда все-таки подписались на Partisan, бросили работу, заперлись в комнате на 2-3 месяца и написали оставшуюся часть альбома. Они записывали его с Дэном Кири в Лондоне. Большая часть Doggerel записана вживую, от начала до конца. Когда все вокруг по инерции воспевали Лондон и его туманы, ребята пошли против течения. Мы вообще-то из Дублина, и у нас, извините, своя романтика. С Гиннесом, мокрыми улицами и культурным багажом покруче Букингемского дворца. Их первый альбом — это 100% признание в любви к Ирландии через критику. Первая же песня Big встречает нас строчкой «Дублин под дождем — это мой город, город беременный идеями и скованной верой». Это мини-гимн амбиций, бунта и постколониального пробуждения. Заявка на то, что, несмотря на малое детство, можно стать чем-то значимым. Следом идет «Ша-ша-ша». Шумная, почти абсурдная зарисовка о дублинском таксисте, застрявшем в рутине и бессмысленности городской жизни. В песне мы узнаем человека, потерявшего волю и направление, фигуру, навеянную героями Джеймса Джойса. Простой, на первый взгляд, припев, повторяющийся ша-ша-ша, на самом деле может быть не так уж и прост. Нам, кривозубым крестьянам, необразованным, сдается, что это просто имитация шума. Но вот вам интересный факт. В ирландском языке ша значит «да». То есть ша-ша-ша — это бесконечное «окей, ладно, ну да, так уж и быть», бесконечное смирение перед жизнью. Хотя, возможно, это я уже просто шизею. Третья песня Too Real. Грен Чаттон говорил про нее так: Is it too real? Это вопрос, который мы задаем себе и слушателям. В мире, где много шума и фальши, мы пытаемся понять, что действительно настоящее, а что игра. Это песня о том, как тяжело сохранить искренность, когда все вокруг кажется искусственным. И тут записались отсылки на ирландскую культуру. Например, фраза Gold harps on the side. Золотая арфа является символом Ирландии. А что еще крутого есть в Ирландии? Пабы и пиво. Так вот, эта самая золотая арфа, скорее всего, отсылает нас к Хап-Лаге и Гиннесу. Не обошлось и без отсылок к модернистской поэзии. The Winter Evening Settles Down. Отсылка к Томасу Стензу Элиоту. Строка явно перекликается с открывающей строкой из Preludes. Суровая урбанистика, депрессия в центре мегаполиса. Элиот показывает город как место монотонности, где люди живут в автоматическом режиме, а рутина растворяет индивидуальность. Television Screens изначально задумывалось как стихотворение, но ребята решили использовать его для песни. Без отсылок тут тоже не обошлось. Shall we tangle our thinking? Shall we give it a name? Let it sit at the table, bring it in from the rain. Это прямая отсылка к рассказу A Painful Case из сборника Dubliners Джеймса Джойса. Там сплошная драма.
одиночество и тоска по человеческому теплу, которая так и не проходит. Hurricane Laughter – одна из самых энергичных и хаотичных песен с альбома Dogville. В ней группа показывает, как человек теряется в мире, где все рушится. Старые ценности, вера, порядок. Смех в названии не радостный, а будто от отчаяния. Как будто смеяться – это единственное, что остается. В песне есть отсылки к фольклорным персонажам Старого Дублина – Бен Бен и Фатти Коутс. Бен Бен – это прозвище Томаса Дадли, пожилого жителя Дублина, который в 1950-60-х годах бегал по городу с пивной открывашкой и стрелял из нее в прохожих. Он был как большой ребенок, и большинство горожан относились к нему с любовью. Сегодня его имя в Дублине стало почти мифическим. В честь него даже назвали кафе. Джонни Фатти Коутс или просто Фатти Коутс – это еще одна городская легенда Дублина. Фатти Коутс получил свое прозвище, потому что носил на себе множество пальто и слоев одежды, независимо от погоды. По рассказам, он мог носить до 40 слоев. Отсюда и имя. Он часто ходил по улицам Дублина, разговаривал сам с собой или с прохожими. Он был эксцентричной, но безвредной фигурой, которую многие дублинцы помнят с теплотой, как часть своеобразного лица города. Персонаж Фатти Коутс стал настолько известным, что позже был адаптирован для ирландского детского телевидения в 1980-х годах. Упоминание этих персонажей в тексте – это своеобразная ностальгия по старому городу, где даже у странных и бездомных людей было место и лицо. Тюн слышится тоска по временам, когда юность еще казалась нескончаемой. Но окружающая реальность уже подает свои жесткие сигналы. Никакого будущего, никаких предупреждений. Название тоже с историей. Рой – это, оказывается, не имя случайного чувака, а кличка Конора Керли, которого прозвали Роем за любовь к вельветовым штанам. От слова corduroy – вельвет. Фраза «The breeze in the night time would kill you stone dead» появилась в этой песне не просто так. Это реальный случай, произошедший с Конором Керли, когда он работал в буррито-кафе в Дублине. У него не было денег на транспорт, и он долго шел домой пешком ночью мимо гей-клуба The George, где услышал, как пьяный парень кричал охранникам «I'm gonna kill you stone dead». Фраза была настолько абсурдно-драматичной, что врезалась в память и перешла в текст песни. The Lots – это песня про суровую реальность бедного района в Дублине, где раньше репетировали Fontaine's DC. Название – это отсылка к настоящему месту – The Lots и к одноименному маленькому пабу. Это такое место, где на улицах можно было наткнуться на шприцы, и в целом все говорит о запущенности и безысходности. Основная тема песни – жизнь на грани в районе, где у людей почти нет выбора и надежды. В песне есть немного сарказма. Например, когда поется про presidential run. Типа, хочешь баллотироваться в президенты или просто ищешь, где бы переночевать. Это звучит как шутка над тем, насколько все абсурдно. У людей нет даже самого базового, а им кидают разговоры о большом будущем. Это, кстати, одна из особенностей ирландской литературы и поэзии – выражать горькую правду через иронию. Chickless Reckless звучит критика тех, кто становится продажным, sell out, лицемером ради денег. Liberty Bell – первая ласточка группы, их дебютный сингл. Песня о районе The Liberties, где жизнь бывает суровой, а телефонная будка – это не декорация, а, прости господи, спальня. Отец спит в ней не потому, что романтик, а
потому что, скорее всего, он под кайфом. Кстати, Ливес и Белл — это еще и название паба. Именно там ребята из группы часто собирались. То есть песня о районе, пабе и людях, которые делают это все настоящим. Boys in the Badland — это гимн ирландской молодежи, которая ищет свой путь в мире и пытается понять, где же лучшее место. Песня с оттенком иронии, но и с настоящей любовью к ирландской культуре. Часто это лучшее место – Англия. Работа, зарплата, уверенность. Но за всем этим легкая боль. Любовь к родине переплетается с раздражением и даже враждебностью к историческому влиянию в Британии. И завершала альбом Dublin City Sky. Из интересного в тексте Forget You. Это известная ирландская народная песня о восстании 1916 года. А еще это название одного из известных пабов в Дублине. И Throwing Shapes. На ирландском сленге это означает танцевать. Альбом Dogrel вышел 12 апреля 2019 года и сразу же стал сенсацией. Критики его обняли, прижали к сердцу и внесли в шорт-лист Mercury Prize. Для ребят это был сюрприз. Они вообще-то не планировали становиться рок-звездами и получать какие-то награды. Все случилось как-то само. Уже тогда Fontaines DC начали получать поддержку от ирландского государства. В 2018 и 2019 им выделили гранты Culture Ireland на международные гастроли. Это позволило им колесить по миру с концертами и при этом не продавать душу маркетинговому дьяволу. После выхода дебютника ребята почти не отдыхали. 18 месяцев гастролей серьезно сказались на них. Как говорил Том, мы временами были просто оболочками самих себя. Интенсивные поездки, перелеты, переезды и общее изнеможение, физическое и ментальное, вымотали ребят. Они были лишены креативности, спали по 3 часа в сутки, жили в аэропортах и фургонах. Работа над новым альбомом стала для них способом справиться с происходящим. В любой свободный момент Fontaines DC запирались в комнате и писали музыку, чтобы вновь почувствовать себя живыми. Все, что включал кто-нибудь в фургоне, становилось коллективным открытием. Так в плейлистах поселились Ли Хезлвуд, Роланд Ховард и The Beach Boys. Вполне логично. Когда ты живешь в вечной спешке и усталости, тянет к чему-то мягкому и созерцательному. Однако в группе начали ощущаться трения. Слишком много дороги, слишком мало сна, и вот уже вместо сплоченного коллектива у тебя пыльная вечеринка из молчащих друг на друга людей. Но тут в дело вмешалась пандемия. Локдаун оказался неожиданно полезным. Без гастролей они вспомнили, зачем вообще начали это дело. Не ради списков Spotify, не ради турменеджеров, а потому что были друзьями. И вот теперь снова ими стали. Пандемия, конечно же, внесла свои коррективы в расписание, но 31 июля 2020 года второй студийный альбом A Hero's Death увидел таки свет. Название снова привет из ирландской литературы. Фраза A Hero's Death взята из пьесы Брэндона Биана The Hostage. Там говорится, что все ищут красивой, героической смерти. Гвен Чаттон вдохновился этим в самый уязвимый момент. Он боялся, что не сможет написать достойное продолжение Dogrel. В итоге написал. Обложку украсила статуя Кухулина, легендарного ирландского воина, который стоит в главпочтамте Дублина в память о пасхальном восстании 1916 года. Это образ героизма, но и боли, в лучших ирландских традициях, конечно. Альбом открывается треком I Don't Belong. И это сразу другой тон. Не «я большой и важный из Big», а «я никому не принадлежу». И вообще, отстаньте! Это песня о сознательной изоляции. Не потому, что страшно, а потому, что принцип. Тут появляется
появляется интересный персонаж. Он поет в богемном бауэре, манипулирует, очаровывает, но сделан из поношенной ткани. Мы узнаем, что он был солдатом, служил где-то на краю земли, Annex of the Earth. Он спасает других, но получив медаль, бросает ее на землю. Не принимает награды, как отказ от системы, которая пытается использовать его принципы в своих целях. Почти как в историях о солдатах, которые служили в британской армии не по зову сердца, а по нужде, и потом возвращались домой в страну, где их не особо ждали. На самом деле этот герой – альтер-эго самого Чаттона. Он родился в Англии, в семье с английским отцом, и в ирландской прессе часто критиковали его ирландскую идентичность. Мол, не слишком ли ты удобно пользуешься ирландским имиджем? I don't belong – это его ответ. Он отказывается быть своим даже в Ирландии, если это требует подчинения ожиданиям. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. Следом идет Love is the main thing. Вроде как утверждение, что любовь это главное. Но в песне это звучит как вечная «я тебя люблю, но мне грустно». Рутинная, изматывающая, тихая любовь. Дождь, недосказанность, пассивная тревожность. Как же современные рок-группы могут обойтись без критики современной культуры и медиа, которые стирают нашу идентичность? Televised Mind как раз про это. Но у Fontaines DC это не просто дань моде. Тема утраты идентичности звучит особенно остро в контексте ирландской культуры, которая исторически борется за сохранение аутентичности, языка, собственного голоса. Используется What You Call It, дублинский речевой шаблон, своего рода, Вывод каков? Не позволяйте медиа стереть ваше «я». Та же тема, но уже с другим углом, звучит в A Lucid Dream. Там дело не в зомбирующих медиа, а во внутреннем кризисе. Когда вроде у тебя все получается, но тебе как-то все равно. Песня о периоде стремительного взлета группы после Dogrel. Грейм Чаттон описывает это время как lucid dream, осознанный сон, где вроде все по-настоящему, но ты все равно ощущаешь, что находишься в каком-то чужом пространстве. Он был не столько собой, сколько фронтменом Fontaines DC, образом, который ждут, а не человеком, которым он является. И даже здесь не обходится без ирландских штрихов. Например, L-ones. Это ирландское сленговое выражение, означающее родителей или предков. Они наблюдают за происходящим, как будто бы оценивают, все ли ты еще тот или уже растворился в чужом образе. You Said – одна из самых мелодичных песен группы. Мягкая, воздушная, почти романтичная. Но не ведитесь. You Said – это песня о давлении, спешке и постоянной гонке, в которую нас загоняет общество. Нам не дают времени подумать, быть собой, остановиться. Вместо этого от нас требуют функционировать быстрее, быть эффективными, продуктивными и желательно все время двигаться вверх по лестнице успеха. Здесь появляется центральный образ песни – жизнь как лестница, по которой нужно карабкаться. Но Fontaines DC ставят это под сомнение. Ребята отдают дань уважения тем, кто отказывается играть по этим правилам. Вообще текст был написан очень-очень быстро, прямо на первой репетиции. Не было ни одной строчки, над которой Грен серьезно сидел. Как и вся песня, текст получился спонтанным. Все, что вышло с самого начала и стало финальным вариантом. Единственная строка, имевшая реальный смысл, это та, где...
хотел ставить что-то по-настоящему глубокое в середину текста. И тогда подумал, так вот оказывается, о чем эта песня. Ну а теперь безумно красивая Oh Such a Spring. Down by the docks, the weather was fine. The sailors were drinking American wine, and I wished I could go back to spring again. Это вообще жемчужина альбома. Тихая, спокойная, ностальгическая. Мелодия этой композиции появилась у группы еще за 2 года до написания альбома, но тогда группе не хватало навыков, чтобы воплотить ее должным образом. Чаттон считал, что песня существует в виде некой платонической идеи, и если попытаться реализовать ее преждевременно, можно повредить потенциал композиции. Поэтому Oh Such a Spring покорно ждала своего часа. Now they're all gone, it's life moving on. Some stay behind to get drunk on the song. They wish they could go back to spring again. По звучанию почти фолк, по настроению светлая грусть. Тут и образы моряков с американским вином, и желание вернуться в юность, когда надежды еще не превратились в списки задач. Oh Such a Spring может быть прочитана как поэтический диалог с Уильям Батлером Йейтсом, особенно с его стихотворением The Wild Swans at Cool. В нем Йейтс размышляет о неумолимом течении времени, о старении и тоске по прежней жизненной силе. The trees are in the autumn beauty, the woodland paths are dry. Under the October twilight the water mirrors a still sky. Йейтс смотрит на природу и понимает, что все красиво, но он уже не тот. Молодость уходит, но красота природы остается неизменной, и от этого немного грустно. Точно так же герой Oh Such a Spring. Он наблюдает за миром и будто шепчет, а весна-то ушла. Люди вокруг идут на работу, чтобы умереть. Почти буквально. А он хочет просто вернуться туда, где было светло и живо. Oh, such a spring. Oh, such a spring. Я очень люблю эту песню, потому что она резонирует с моими личными ощущениями. И давайте признаем, вокал Гриана в этой песне чертовски красив. They try words and down through the years it all turns to tears and they don't know what they try anyway. Погрустили и хватит. Дальше на сцену выходит одноименная альбому A Hero's Death. Песня, которая звучит как мануал по достойной жизни. Говори своей матери, что любишь ее, смотри с надеждой на светлое будущее, выражай свое собственное мнение, не заимствуй чужое, покупай себе цветок хотя бы раз в 100 часов, отдай ребенку больше, чем получил сам в свое время, никогда не позволяй часам диктовать, на что у тебя есть время, ну и так далее. Интересно, что вдохновением для песни послужили рекламные слоганы. Living in America снова обращается к теме культурной идентичности. Тут вам и эмиграция, и поиск себя в этом мире. Больная тема для многих ирландцев, знаете ли. I Was Not Born Fontaine's DC протестуют против подчинения кому-либо. Они прямо заявляют: «Я не родился на этот свет, чтобы исполнять волю другого человека». Песня была впервые сыграна на саундчеке во время тура в Швейцарии как реакция на всех, кто пытался навесить на Fontaine's DC ярлык «Новые Idols». Или еще одни постпанкеры из модного списка. I Was Not Born — это про творческую свободу группы. Через всю песню тянется все та же мысль: не теряй свою индивидуальность, черт возьми. Далее идет
идет трагическая, поэтичная «Sunny». Грен Чаттон начал писать эту песню в фургоне перед саундчеком в Роттердаме во время тура. Он работал над ней самостоятельно, вдохновляясь творчеством Брайана Уилсона из The Beach Boys. Он даже использовал звук ножей в аранжировке, чтобы добавить в песне немного зловещей атмосферы. По сути, это письмо от отца ребенку, которого он не может или не хочет воспитывать. Until a ring was surely called for. Until a ring was surely called for. И завершается альбом песней No. Она подводит итог темам всего альбома. Грен Чаттон обращается к слушателю с призывом принять серость жизни, принять ее сложности и неоднозначности. Она была написана как письмо члену его семьи, страдающего от чувства вины, с целью помочь ему простить себя. Но эта песня написана у подножья горы, и она заканчивается решением попытаться на нее взобраться. Вся песня была записана живьем за один дубль в маленькой комнате, включая вокал. Even though you don't, you feel. A Hero's Death очень уж понравился критикам. 84 балла из 100 на Metacritic. И он был даже номинирован на Grammy и Brit Awards. Правда, награды ушли другим. Хотя кое-какие награды они все же получили. В 2021 году они очаровали всех и выиграли премию Labor Awards в категории «Лучший рок-альбом». Короче, доказали, что они не пальцем деланные и вообще крутыши. А дальше больше. Ведь впереди альбом Скинтифия, самый ирландский альбом группы, который я считаю лучшим в их дискографии. Он выйдет лишь в 2022 году. И за это время у ребят произойдет очень много нового как в творческом, так и в личном плане. После успеха Doggerel ребята столкнулись с неожиданной проблемой – популярностью. Вроде бы все классно, но вдруг стало тяжело. Хотелось творить, а не соответствовать чужим ожиданиям. Второй альбом A Hero's Death был как раз об этом. Темный, умный, местами депрессивный. Не все его поняли, и это только усилило внутренний кризис. Параллельно с этим группа переехала из родного Дублина в Лондон, потому что, увы, вся музыкальная индустрия крутится в туманном Альбионе. Но вдали от Ирландии стало как-то грустнявенько. Особенно тяжело пришлось Грену. Лондон, локдаун, одиночество. Тут уж поневоле начинаешь задумываться о корнях, идентичности и вообще, кто я и откуда. Так и родился Скинтифия. Хроника жизни в изгнании. Он про тоску по дому, про попытки сохранить свое ирландское в чужой стране. Чтобы понимать настроение ребят, нужно погрузиться в ирландско-британский контекст. В Великобритании к ирландцам своеобразное отношение. Их долго стереотипили, считали пьяницами, лентяями и террористами. Многовековой конфликт между странами сделал свое дело. Ребят из Fontaines DC очень часто называли падди, презрительное прозвище ирландских эмигрантов в Великобритании. А бывало и так, что на улице Грену кричали «проваливай домой». Музыка группы тоже начала меняться. Звучание стало более кинематографичным. Когда ребята наконец нашли то звучание, которое хотели донести в песнях, оно им показалось немного попсовым. Однако, когда они показали демо своему менеджеру, он сказал: «Ребята, да это самая мрачная хрень, которую вы когда-либо писали». Ой, как же я люблю этот альбом, просто офигеть. 22 апреля 2022 года произошел долгожданный релиз. Сейчас я вам все расскажу. Погнали! Название альбома Скинтифия – это старинное ирландское ругательство, которое переводится как «проклятие». Это выражение любила повторять двоюродная бабушка Тома Кола. А Грен Чаттон вообще описал это словечко как нечто между мутацией, гибелью и ощущением неминуемой судьбы. И по его мнению, именно это чувство часто ассоциируется с ирландской идентичностью за границей. И название, и обложка отсылают к вымершему ирландскому лосю, также известному как гигантский олень. Обложка Скинтифия изображает огромного оленя в интерьере, что как бы символизирует несоответствие среды и сущности, вытесненную идентичность. Это не буквально «вот олень и он умер», а метафора.
Животное, которое когда-то было символом могущества, теперь существует только в памяти, в антикварных залах и ирландских генах. И то же самое угрожает ирландской культуре. В одном интервью Дикон назвал Скинтифи завершающей частью альбомной трилогии. В подростковом возрасте я мечтал создать 3 великих альбома, как у Нирвана. Это была моя амбиция. И теперь, когда мы это сделали, мне уже все равно, что будет дальше. Вот прям так и сказал. Ну а мы тем временем включаем первую песню и сразу же попадаем в молниеносную воронку тревожной красоты. In Agada. Скорее всего, я сейчас это неправильно произнесла, абсолютно просто неправильно. Прошу прощения. Gone is the day, gone is the night, gone is the day. Gone is the day, gone is the night, gone is the day. Это моя самая любимая песня в дискографии Fontaines DC. Однажды я решила ознакомиться с дискографией группы, и вдруг мне попалась эта песня. Мне она понравилась, зацепило ее такое напряженное звучание, и я решила поставить ее на репит. Уснуть мне удалось лишь к 3 часам ночи, а то и позже. Проснулась я в 6 утра с жутким чувством тревоги и подумала: класс, я хочу набить по этой песне тату. И набила. В общем, я от этой песни просто в восторге. Как по мне, искусство должно вызывать у адресата чувства. Пусть даже этим чувством будет тревога. Песня имеет очень грустную и в то же время красивую историю. Она вдохновлена реальным случаем из жизни, а скорее даже из смерти Маргарет Кин, ирландки, жившей в Англии. Вот эта фраза «in Agada» переводится с ирландского «в наших сердцах навсегда». После смерти Маргарет ее семья хотела выгравировать эту фразу на ее надгробии. Однако церковь Англии отказалась разрешить эту надпись, мотивируя это тем, что ирландский язык может быть воспринят как политический слоган, особенно учитывая исторические конфликты между Ирландией и Великобританией. Вопрос был передан в консисторский суд, который позже разрешил использовать фразу на надгробии. Семья выиграла, но осадочек остался. Даже мертвым ирландцам, оказывается, приходится отстаивать свое право быть ирландцами. In Agada – это не просто песня о смерти или о женщине, чью память хотели стереть. Это гимн сопротивлению исчезновению, ода языку, который выживает, несмотря ни на что. Это, в конце концов, размышление о том, что значит быть ирландцем за пределами Ирландии. Возможно, эта песня полюбилась мне так сильно, потому что я вижу параллели со своей родной белорусской культурой. Big Shot уникальна тем, что это единственная песня на альбоме, целиком написанная Карлосом О'Коннеллом. Карлос рефлексирует о внутреннем кризисе, вызванном славой. Это песня об опыте человека, оказавшегося между прошлым и настоящим, между домом и сценой, между аутентичным и глянцевым. Лавы с песней, родившейся у холодного моря. Грент Чаттон гулял и думал о том, какую силу мы придаем причинам, по которым любим, и о том, как отношения могут быть похожи на зависимость. Иногда она дает тепло, а иногда выдувает душу, как зимний ветер.
Down the Line – одна из самых многослойных песен группы. Грен Чаттон говорил о ней так: это песня о неизбежности, о судьбе, о генах, о невозможности избежать того, чтобы быть таким же, как твоя семья, о мутации идентичности. Тут и наследуемые травмы, и страх повторить чужие ошибки, и отказ быть хорошим парнем. Он исследует ту сторону личности, которая не стремится быть принятой и не хочет притворяться хорошей, что делает песню голосом внутренних демонов. Не героя, а антигероя. Кстати, Джекин – это уничижительное прозвище для дублинцев, особенно со стороны сельских ирландцев. Происходит от Union Jack, указывая на восприятие жителей Дублина как более англизированных. Блумсдей служит таким вот меланхоличным и до жути поэтичным прощанием с любимым Дублином. Эта песня написана в момент, когда участники группы постепенно переезжали из Ирландии в Лондон. Это не резкий разрыв, а тихое, личное осознание, что родной город становится местом прошлого. А что же такое это ваше Блумсдей? Блумсдей – это ежегодный праздник 16 июня в честь Джеймса Джойса и его романа «Юлиссес». Название от Леопольда Блума, главного героя. В этот день поклонники проходят по маршруту Блума по Дублину. Еще одна из любимейших мной песен Roman Holiday. Основная тема – это опыт ирландца, который живет в Лондоне и пытается принять новую среду, свою новую жизнь в чужом городе. Грен говорил, что эта песня – это призыв обнять Лондон как ирландцу, найти в этом новом месте свое пространство и энергию, несмотря на сложные обстоятельства. Он описывает состояние ирландцев, которые живут в Лондоне и часто собираются в тесные, замкнутые сообщества со своими традициями и культурой. Это, с одной стороны, попытка сохранить идентичность, а с другой – способ противостоять предубеждениям и насмешкам. Фраза «Heard about the week on the Dalymount Seat» – отсылка к Dalymount Park, известному дублинскому футбольному стадиону, символу ирландской культуры и ностальгии. После восхитительной Roman Holiday идет The Couple Across the Way. Это размышление о сложностях и противоречиях в отношениях на примере старой пары, живущей по соседству. Они часто ссорятся, несмотря на свою долгую совместную жизнь. Герой песни наблюдает за ними и задумывается о различиях между старой любовью и молодой любовью. Конор Диган рассказал, что при создании альбома группа хотела сделать двойной альбом, где одна часть — это роковые песни, а вторая в стиле ирландской традиционной музыки. The Couple Across the Way изначально задумывалась именно как песня в традиционном стиле. Идея песни возникла, когда Грен Чаттон жил на Caledonian Road в Лондоне. Его квартира выходила на дом, в котором пожилая пара часто громко ссорилась. Грен видел в этих людях отражение себя и своей девушки, размышляя о том, как пары продолжают жить вместе, несмотря на боль и конфликты, как будто постоянно возвращаются к этим отношениям. И вот мы дошли до одноименной альбому Skintifia. Она про отношения, обреченные на провал, с элементами паранойи, влияния алкоголя и веществ. Проклятие, в общем. Skintifia отражает внутреннее переживание Грена на тот момент. Тема свободы и автономии проходит через весь альбом. И в этой песне это выражается как поиск свободы от предопределенности и судьбы. Есть в альбоме еще одна песня, которую я безумно люблю. I Love You. И, вспоминая тематику прошлых песен группы, легко понять,
о какой любви будет идти речь. Грин Чаттон называл ее первой явно политической песней группы. I love you, I told you I do. It's all I've ever felt. I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm into. Это одновременно и любовное письмо к Ирландии с ее красотой и культурным богатством, и жесткая критика коррупции, горя и социальных проблем, которые влияют на Дублин и всю страну. Название I Love You выбрано сознательно, ведь эта фраза очень банальна, но именно ее простота заставила группу вложить в песню больше смысла, чтобы избежать клише. В песне есть следующие отсылки. Дом матери и ребенка Тома. Это одно из самых болезненных мест ирландской истории. Дом принимал беременных незамужних женщин и их детей. Такие учреждения были распространены по всей Ирландии и создавались, чтобы спрятать женщин, нарушивших общественные и религиозные нормы. В 2014 году Кэтрин Корлис опубликовала исследование, в котором указывалось, что 796 детей умерли в этом доме за годы его работы. В 2017 году комиссия по расследованию действительно обнаружила большое количество человеческих останков в подземно-бетонной конструкции, которая, по сути, была канализационной цистерной. Останки принадлежали младенцам и детям в возрасте от 35 недель до 3 лет. А еще в песне фигурируют названия Фина Гейл и Фиона Фойл, две крупнейшие политические партии Ирландии. Они упоминаются с критикой за их роль в управлении страной. И завершает альбом не менее прекрасная Набоков. Конор Керли сочинил музыку к Набоков во время локдауна в Нью-Йорке. Он стремился создать композицию, сочетающую индустриальные и психоделические элементы. Название Набоков появилось случайно. Керли читал книгу Патти Смит, в которой она выражала восхищение стилем Владимира Набокова. Это имя показалось ему подходящим для песни, и оно закрепилось. Набоков стала одной из любимых песен Чаттона для исполнения на концертах. Он говорил, что в моменты усталости и напряжения на гастролях он мог направить свои эмоции в исполнение этой песни, особенно в строчку Вот такой он был. Самый ирландский альбом Fontaines DC. Критики, конечно, просто не могли остаться равнодушными. NME аж звездами рассыпался, целых 5 из 5, назвав альбом захватывающей коллекцией, не похожей ни на одну из их предыдущих работ. The Guardian был чуть сдержаннее, британская сдержанность все-таки, 4 звезды, но тоже похвалил за более рефлексивный подход. А что особенно приятно, Skinty стал первым альбомом группы, возглавившим чарты Великобритании и Ирландии. В 2023 году Fontaines DC получили Brit Award как лучшая международная группа, а также были номинированы на Ivor Novello Awards за лучший альбом. Все это сопровождалось плотным гастрольным графиком, Glastonbury, Coachella и куча других фестивалей. В туре они продолжали расширять свое звучание, экспериментируя с более электронной и атмосферной подачей. Грин Чаттон, кстати, успел выпустить свой сольный альбом Cares for the Fly, гораздо более интимный, камерный и меланхоличный, чем работы Fontaines DC. Грин писал песни в одиночку, часто во время прогулок у моря. Как он сам признавался, это были слишком деликатные и личные вещи, чтобы выносить их в формат группы. Так что он записывал все с уже проверенным товарищем Дэном Керри. Некоторые треки были записаны в домашней студии Керри, добавляя песням ощущение непосредственности и уюта. И в целом альбом получился очень нежным и элегантным. Не могу выделить какие-то определенные песни из альбома. Все они очень хороши по-своему, очень достойная работа.
однозначно рекомендую к прослушиванию. When I make my move to you, you will know. Но давайте вернемся к Fontaines DC. После туров участники начали искать новые ориентиры. Это привело к сотрудничеству с Джеймсом Фордом, тем самым, который работал с Arctic Monkeys, Depeche Mode, а еще подарил Blur их чудесный The Ballad of Darren. Про этих крутых ребят у меня тоже есть видео. Обязательно посмотрите. Родственникам отправьте. Коллегам. Мне приятно будет. И вот именно Форд стал продюсером альбома Romance, вышедшего 24 августа 2024 года. Romance, по сути, стал новым витком в творчестве группы. Вместо Ирландии теперь более абстрактные темы. Группа сама призналась, что петь об Ирландии, находясь где-то далеко, стало чувствоваться немного нечестно. Центральная идея альбома – это романтика как место. Одна возникла из размышлений Чаттона о том, как люди часто создают вокруг себя вымышленные миры, чтобы почувствовать себя в безопасности или сбежать от реальности. Он приводил в пример зоопарк. Между людьми и животными – стекло, и каждая сторона по-своему воспринимает происходящее. Люди думают, что наблюдают за дикой природой, но животные, возможно, тоже видят в нас нечто иное. Так и в жизни. Каждый живет в своем представлении о мире. Альбом поднимает вопрос, почему мы создаем такие иллюзии и можем ли без них. Romance стал их первым альбомом, вдохновленным не столько музыкой, сколько визуальными образами и кинематографом. Группа черпала вдохновение из японской манги, аниме, итальянского кино и трилогии «Дилер» Николаса Виндинга Рефна. Они обсуждали такие абстрактные концепции, как погода в песне, чтобы достичь нужного настроения. Чаттон описывал альбом как неоновый и нелепый, стремясь создать ощущение, будто слушатель погружается в снежный шар, наполненный их музыкой. Альбом очень театральный по своей структуре. Уж больно он напоминает мне пьесу. Начинается все с пролога одноименной песни Romance. Она мечтательная, таинственная, по-театральному пафосная, почти мессианская. Чаттон здесь звучит не как рассказчик, а как пророк. Это пролог в вымышленный мир, где романтика не любовь, а стиль жизни, способ восприятия. Это право быть безумным. Как театральный занавес, поднимающийся на первом аккорде, эта песня не рассказ, а приглашение. И затем начинается первый акт. Песня Старбасса – это всплеск чувств, паника, кричащая исповедь. Это словно монолог героя, терзаемого собой. Она вводит в конфликт, внутренний, тревожный. Старбаста стала самой необычной и, возможно, самой неожиданной песней на альбоме. Грен Чаттон сочинил основную часть трека у себя на ноутбуке, используя сэмплированные струнные и другие элементы. Этот подход к сочинению был нетипичный для группы. Эту песню выбрали первым синглом, во многом потому, что хотели удивить и даже немного шокировать слушателей, особенно тех, кто ожидал более привычного постпанк звучания. А рождение текста песни – это вообще отдельная история. Чаттон рассказывал, что изначально написал один вариант текста, но остался им недоволен. По пути в студию у него случилась паническая атака, и он отменил запись. Тогда он просто сел и переписал текст с нуля, почти на одном дыхании. Песня He
He's the Thing – одна из самых тревожных на альбоме. Написанная в последний час работы в студии, она будто вырывается на свет как откровение, в котором не столько говорится, сколько чувствуется. Сам Грен Чата написал ее как тревожную песню, мечущуюся между болью и онемением. Герой как будто говорит с залом, это момент предельной откровенности. На момент ее создания у группы уже было 12 или 13 песен. И как хорошо, что последний час работы в студии оказался таким продуктивным и подарил нам одну из любимых мной песен. Первый акт заканчивается песней Desire. По звучанию она похожа на то, как вы в конце тяжелого дня, который, возможно, тянется уже 10 лет, ложитесь на спину и просто плывете по течению, ни о чем не думая. Она о том, как люди с самого детства запрограммированы жаждать чего-то, успеха, любви, признания, но при этом они постоянно страдают от этих желаний. Они гонятся за мечтами, которые часто недостижимы, и это превращается в мучительную борьбу, которая повторяется из поколения в поколение. Мы созданы быть одержимыми желанием. Deep Safe designed you from cradle to pyre, you know? Desire довольно долго ждала своего часа. Это была одна из тех песен, с которой группа долго не могла определиться, где ей лучше всего быть. Грен записал для нее 20-30 вокальных дорожек. Впервые на записи был настоящий струнный квартет. Ребята сидели в одной комнате и наблюдали, как музыка оживает. И это было потрясающе. Второй акт открывает моя любимая In the Modern World. In the city that you lie. Грен написал ее в Лос-Анджелесе, вдохновленный Ланой Дель Рей и похожими артистами. Но вместо солнечного рая город подарил ему чувство пустоты. Люди кажутся дружелюбными, но на самом деле часто равнодушны, и это усиливает одиночество. Кстати, на песню повлияла атмосфера аниме Акира с его постапокалиптическим настроением и хаосом. В песне также есть отсылка к Селу Парадайзу из «В дороге». Такое вот приглашение бежать из современного мира во что-то более настоящее. И вот мы дошли до песни, с которой началось мое знакомство с группой. Я не считаю ее лучшей дискографией, но для меня она по-своему дорога. Именно она замотивировала меня послушать другие их песни. Это песня об избегании обязательств «Баг». Она отражает личные сложности в отношениях Чаттона. Он описал себя как человека, который может быть неподатливым и оставлять за собой след разрушения. Что я могу сказать об этой песне? Ну, например, то, что режиссерка Андреа Арнольд использовала Бах в качестве саундтрека для своего фильма «Bad». Кадры из этого фильма были представлены в видео на эту песню. И вот главную роль в этом фильме сыграл Барри Кеоган. Спасибо, что на этот раз в одежде. И завершается второй акт песней Motorcycle Boy. Записали ее за 6 месяцев до остального альбома. Именно она действительно запустила весь процесс работы над Romance и во многом определила, куда группа будет двигаться. Также вдохновлением для песни послужил персонаж Мэтта Дилана из фильма 1983 года «Бойцовая рыбка». И написана она была Греном для его младшего брата. Третий. Sundowner. Замедленная сцена. Как театральный антракт.
Молчаливое длинное действие, в котором герой не говорит, а дышит. На вокале Конор Керли. По его словам, это произошло случайно. Он записал демо с вокалом, чтобы показать идею группе. И в итоге все сказали: «Отлично, теперь ты поешь эту песню». Керли признавался, что чувствовал неуверенность в этом решении, но после прослушивания готового альбома понял, что все получилось отлично. Особую роль в создании атмосферы сыграл меллотрон, инструмент, который использовался для добавления струнных и клавишных текстур, придавая песне мечтательное и меланхоличное настроение. А следом идет Postness и The Whatness. Философский монолог, отсылающий к Джойсу, ирландской культуре, к языку. Почти академическая сцена, как будто бы герой разговаривает с призраками прошлого. Карлос О'Коннелл сочинил песню, читая Ulysses вслух своей маленькой дочери во время отпуска. Fountains DC разбирали песню на части и собирали заново, создавая для нее уникальную электронную структуру с несколькими лупами, чтобы вписать ее в звучание альбома Romance. Следующая остановка – еще одна полюбившаяся мне Death King. Песня словно темный поворот сюжета. Страсть, боль, разрушение обещаний, токсичные отношения, которые одновременно и притягивают, и рвут на части. Здесь показывают, как сложно вырваться из этих замкнутых кругов, когда любовь превращается в нечто разрушающее. Третий акт закончен, и на сцене мы видим финал. Favorite. Это самая легкая и светлая песня альбома. Почти шепот. Favorite – это любимая песня группы из всех, что они когда-либо писали, а также одна из самых личных для них. Она появилась на репетиции практически в том виде, в котором есть сейчас. Кул отметил, что переход от Romance к Favorite – это как путь от тьмы к свету, что завершает альбом на позитивной ноте. Основная часть альбома завершена, но нас просто не могли оставить без эпилога. It's amazing to be young. Светлая, почти наивная баллада, словно воспоминание, которое может быть и ложным, и утешительным одновременно. Песня родилась в присутствии новорожденного ребенка Карлоса. Изначально мелодия звучала как колыбельная или музыкальная шкатулка, но с теми же словами. It's amazing to be young. Это удивительно быть молодым. Потом идет минималистичная и нежная Before You, I Just Forget. И финальная точка Mashup Starbuster и In Heaven из Головоластика. Этакая дань уважения великому режиссеру Дэвиду Линчу, своеобразное спасибо и прощай. Romance вышел и поразил всех. Он дебютировал аж на второй строчке в чартах Великобритании и Ирландии. Занял аж 5-е место по продажам винила на 2024 год. Не прошел мимо чарта Billboard 200. Guardian поставил альбому 100 из 100, назвав его лучшим альбомом группы на сегодняшний день. NME также поставил альбому 100 баллов. 2 номинации на Грэмми, победа на Rolling Stone UK Awards и очередная победа на Brit Awards как международная группа. И, как по мне, ребята все это заслужили. Fountains DC ворвались на сцену не так давно, но сразу зажгли по полной. Будем держать кулачки, чтобы они дальше сияли так ярко и продолжали радовать нас новой музыкой. В общем, я надеюсь, что это видео было для вас интересно. Можете написать в комментариях: Любава, ты молодец, и
любовоизм в сердце впускайте, и на канал подписывайтесь, и лайк ставьте, колокольчик жмякайте, и вот все такое, в носу не ковыряйтесь. Досмотревшие до конца, вы милашки, и все, мне больше сказать нечего, поэтому всем спасибо, всем свободны. Maybe romance is a place.